Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 25 марта, температура где-то плюс 3-4 градуса. Заканчивается наша зимовка. И сегодня мы пройдем, посмотрим, какие работы в это время производятся на пасеке. Сейчас, в принципе, не все еще пчелы облетались. Только начинают облетываться некоторые семьи, которым необходимо. А остальные еще, вот, например, вот этот улей, вот эта семья, другие семьи, они еще даже не пробовали облетываться. Сейчас это самый тяжелый период зимовки. Почему? Потому что уже у них переполненные кишечники. Уже в некоторых семьях появляется расплод. Но интенсивного облета еще не было. Поэтому если какой-то шорох, шум, движение лишнее может спровоцировать у них понос. И, в принципе, там начнутся проблемы. Поэтому, если какие-то работы и производить, то производить это надо очень осторожно. Ну, какие тут работы? Значит, уже можно снимать наши верандочки, которые мы ставили от синичек. И наши наклонные досточки. Значит, обязательно в этот период делать чистку подмора. Чистка подмора для чего делается? Причем чем тщательнее очистить. Когда пчелки пойдут на свой первый облет и позже, они сами потом будут этот подмор выносить. И чтобы не тратить их энергию впустую зря, этот подмор желательно вычистить самому, максимально, сколько это возможно. Вот. Но это я рассказываю для лежаков. У меня пчелы в лежаках. У кого многокорпусная система, там это все делается намного легче. Вот. А в лежаках приходится вот таким вот образом чистить. Как оставить открытые литки весной? Значит, верхние литки мы так и не трогаем. Вот как они были всю зиму, там на 2-3 пчелки, так мы их и оставляем. Нижние литки у нас были зарешочены от мышей. Весной необходимо повернуть значит, заградитель и оставить им на 2-3 пчелки. Почему так делаем? Дело в том, что после первого облета пчелки сразу начинают летать друг к другу в гости. И где только у них слабая семья, сразу они ее могут разбить. Поэтому каждая семья необходимо на 2-3 пчелки, чтобы они могли держать друг от дружки оборону. Ну и теперь пройдем дальше, посмотрим, в каком состоянии наши семьи. Значит, ну смотрим. Ну, смотрим, как зимует эта семья. Вот они поднялись наверх. Канди у них лежит. Тот, который мы положили еще с осени, в начале зимовки. Канди у них есть. Ну, смотрим, что они уже чуть-чуть, клуб начинает распадаться. Вот. Поэтому вот что-то делать им. Ну, можно еще подложить канди. Можно так и оставить. В принципе, вот таким вот образом. Ну, положим им, добавим еще канди. На всякий случай. Чтобы лишний раз потом их не тревожить. Вот здесь с этой стороны аккуратненько добавим им канди. Ну вот все, что можно сделать. Ну, смотрим туда в улье, если видно, что везде в улье сухо, нигде влаги нет. Так целую зиму было. С этой стороны и с той стороны улей сухой. То есть это вот хорошая зимовка. Идем дальше. Смотрим эту семью. То же самое. Поднимаем, смотрим. Пчелки здесь. И вот канди. Канди уже они попригрызали немножко и начинают кушать. Но канди их почти целый, поэтому ну, тут добавлять ничего не надо. Вот. И к вопросу еще о том, почему я канди ложил в начале зимовки.
Вот ответ такой, как вот сейчас на них ложить канди. То есть их надо сгонять туда, их надо тревожить. А тогда, когда мы ложили, тогда их здесь не было, они были там ниже. Вот, поэтому вот сейчас это я открыл только ради того, чтобы показать. Фактически можно не открывать ни один улей. Везде будет вот такая ситуация. То есть, если все сделали правильно в начале зимовки, то вот в конце их не надо и тревожить. Они нормально должны дозимовать, дойти до хорошего тепла. Ну, смотрим. Смотрим на этот улей. Тут то же самое. Канди они еще и не трогали. Они еще там с той стороны находятся. Здесь еще к задней стенке идти. 9 рамок. Вот 3 рамочки у них с медом. Это запас для весны. Если они тут скушают канди, ну, будет достаточно тепло, пчелки переберутся, опустятся вниз туда. Вот. Они не облетывались еще. То есть, вот такая ситуация. Такая зимовка. То есть, они еще зимуют. Они еще в клубе. Ну, смотрим здесь. Вот одна семейка. Тут 2 семьи зимуют. Ух, они еще даже там где-то находятся. Вообще в оцепенении. То есть даже движения никакого нет. И вот вторая семейка. Посмотрим. Ну, эти уже чуть повыше. Ну и то же самое. Канди еще целый. То есть их можно не открывать и не смотреть. Это я еще раз говорю ради того, только чтобы показать. А так их можно не смотреть. Ну, здесь 2 семьи тоже у меня зимуют. То же самое. Вот смотрим. Вот они тоже чуть-чуть начали кушать канди только. Ну, вот в этих лежаках на додановскую рамку я тут чуть ранее положил еще по рамочке сверху. Потому что, ну, были сомнения, что... А, тут и уже живность. Значит, что им может не хватить меда, поэтому я тут чуть им добавил еще одну маломедочку. Ну, смотрим, они все равно еще внизу, поэтому я думаю, что этого им достаточно. Тут ничего им добавлять тоже не надо. Ну, 2 у меня таких додановских лежака. Посмотрим миксовые. То же самое, я тут рамочку положил, еще одну сверху. Вот, они где-то там еще внизу. Ну, сейчас посмотрим. Вот они между рамочками, там есть. Там есть. Они сейчас берут с этих рамок воск. И этот воск у них идет на запечатывание расплода внизу. Так, ну идем дальше. Ну, вот эта семья начала летать недели 2-3 назад. По чуть-чуть облеты. И здесь, если попробовать холстик, то здесь уже чувствуется не то что тепло, а уже горячее. Здесь все горячее. Поэтому тут уже пошел расплод. Причем много расплода. Не пятачок, а много. Вот я подниму, и видно, что они уже не в клубе. Но канди здесь есть. Канди здесь есть. В принципе, можно не добавлять. Им еще хватит этого канди. Вот. Ну, эта семья, кстати, эта семья в предыдущем видео, когда начиналась зимовка, мы показывали, что эта семья занимала 9 рамок. Она была самая сильная. Семья занимает полностью все рамки. Рамок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И весь клуб расположен даже сбоку от заставной. 9 рамок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь, сейчас посмотрю, есть ли пчелки или нет. И здесь даже есть пчелки, если видно, вот показать. Вот такое количество даже за заставной. И вот к вопросу о том, как зимуют сильные и слабые семьи. Вот сильная семья, она единственная пошла раньше на облет и раньше начала выращивать расплод. По одной семье это не показатель, конечно, чтобы судить. Но у меня такое не первый год, не первую зиму повторяется. Чем сильнее семья, тем раньше они начинают выращивать расплод. Ну, тут то же самое. Вот смотрим. Я так сильно открывать их не буду, но чуть-чуть, чтобы показать. Вот, смотрим.
Там то же самое лежит канди. Ну и вопрос, вот вопрос задавали, почему, значит, почему вот я ложу канди раньше. Ну вот как сейчас ложить канди? Как сейчас вот их нарушать? Все, поэтому вот вопрос, почему так рано канди? Ну и вот наша интересная вот эта семья-проказница, о которой мы говорили, что они еще в начале зимовки поднялись вверх, все перегнали на расплод. И вопрос такой, может ли такая семья дозимовать, когда практически они мед на тех рамках, на которых собрались, скушали. Ну и вот смотрим ответ на этот вопрос. Я еще им, здесь двойной канди был, и еще 2 пакета с канди, грамм по 800 я им положил. И смотрим, что они там делают. Вот таким вот образом. Кушают этот двойной канди, перебрались на тот канди. Ну, с боков у них тут тоже есть мед. Там они на центральных рамках съели мед, поднялись. Перебрались на боковые и сидят дальше. В принципе, они в клубе, они еще не летали. Они вот видно, они в нормальном состоянии. Вот канди, а вот пчелы. Смотрим, занимают все рамки. Все скушали, поднялись наверх и просят еще. И лежит двойной канди. Вот, так что к вопросу о том, что вот рано поднялись, там мало меда оставил. Если даже какие-то ошибки, ничего страшного. Это все можно исправить. Канди в этом случае нам помогает. И посмотрим еще одну семью. Значит, по этой семье в начале зимовки мы, как и всем, раскладывали канди. Здесь они были внизу. Я говорил, что это самая хорошая зимовка, когда их не видно. Меда они там достаточно запасли, и их не видно было. И задавали вопросы, зачем я ложу канди. Канди провоцирует, так мне писали, подъем пчел наверх к этому канди. Ну и вот сейчас посмотрим, как спровоцировал их это канди, который я положил. И я говорил, что ложил это канди для подстраховки, для того, чтобы вот весной, когда будут морозы, снега, а мы помним, какие метели были. Вот. И не все семьи нормально зимуют. Некоторым, может, и надо было раньше положить. Вот смотрим. Вот канди, тот, который мы положили, а вот пчелки. Вот они как раз сейчас начинают только подниматься кверху. И у них еще запас меда тут идти назад. Поэтому вот они в состоянии оцепенения. Никаких тут у них движений, никакого, я думаю, и расплода здесь нет у них. Ну, такая зимовка. И вот лежит канди. Канди, ничего страшного, от этого канди нет. Когда им надо будет, они поднимутся и начнут кушать. И лишний раз мне не надо будет открывать их, чтобы проверить, убедиться, есть корм, там нет корма. Ну, вот таким вот образом. На этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока!